Меня зовут Кристина Санько, и мы продолжаем сезон Дня Святого Валентина. Это видео будет о подарках своими руками. Мы сегодня сделаем классный и миленький романтичный наборчик. Он может подойти как для девушки, так и для парня. Давайте начинать! Для этого подарка нам понадобится плотная бумага. Я взяла вот такую розовую двухстороннюю. Буду делать коробочку для попкорна, как в кинотеатре. Под видео я оставлю шаблон такой коробочки для тех, у кого есть принтер, вы можете распечатать и просто обвести на вашей бумаге. Для тех, у кого принтера нет, повторяйте за мной. Сама коробочка для попкорна имеет неправильную форму, иными словами, слегка расширяется кверху. Поэтому нам нужно создать специальный шаблон. Сама я этого делать не решилась, попросила мужа. Он составил чертеж, который вы видите на экране. Здесь указаны все точные размеры коробочки, которые он выверил при помощи ножниц и линейки. Можно также использовать транспортир. Также нам нужны будут полосочки бумаги, которые тоже будут слегка расширяться кверху. Приклеиваем все это на коробочку, равномерно распределяя. Я приклеиваю примерно через сантиметр. Лишнее отрезаем. Теперь мы сделаем надпись, как на настоящей коробочке с попкорном. Вырезаем бирочку на белой бумаге и подписываем Love Corn. Делаю я это в таком винтажном стиле. Саму основу делаю розовым маркером. Белой гелевой ручкой проставляю блики, а тонким маркером делаю тень. С помощью круглой крышечки маркера простым карандашом рисуем полукруги и вырезаем. Складываем коробочку и склеиваем. Коробка готова. Такая романтическая попкорница у нас получилась. Теперь берем любую бумагу, я взяла белую, чтобы не нарушать цветовую гамму нашего подарка. Отрезаю половину листа А4 в длину. Складываем пополам и ножницами чуть скашиваем края так, чтобы верхушка была немного уже, чем низ. Верх мы немного подгибаем, а из низа формируем дно. Рисуем сердечко посередине и вырезаем. Верхушку я обрабатываю фигурными ножницами, дорисовываем стрелу. Я взяла пакет от набора с каким-то творчеством, я сохраняю подобные пакетики. Заполняем их сладостями под цвета праздника. У меня это маршмеллоу белого и розового цвета. Вкладываем в бумажный пакетик и закрепляем степлером. Декоративным скотчем склеиваем верхушку. Далее нам нужны будут шпажки или палочки от суши, у кого что есть. Я купила в магазине сладостей под цвета праздника, они тоже стоили очень недорого. Это безе, маршмеллоу и мармеладные сердечки. Теперь нанизываем все эти сладости на шпажку, чтобы получился такой сладкий шашлычок. Я сделала 5 таких штучек. Саму коробочку я наполняю попкорном. Втыкаю эти шпажки в разные места для равновесия коробочки. Попкорн прекрасно удерживает эти шпажки в коробке и не дает им упасть. Кладу еще пакетик с розово-белыми сладостями. Можно еще положить внутрь сердечки мармеладки. Вот такой простой романтический набор у нас получился. Мне кажется, тема кино как нельзя лучше подходит под романтический праздник. Можно преподнести такой подарок перед походом в кинотеатр или уже после него, как напоминание об интересном фильме. Такой подарок подойдет как и для парня, так и для девушки. После того, как все содержимое коробочки будет скушено, ее можно использовать в домашних делах. Складываем в канцелярию мелкие игрушки или новые сладости. Очень эффектный и милый подарок у нас получился. Вот такой милый романтический набор у нас с вами получился. Пишите в комментариях, что вы будете дарить своим любимым на этот романтический праздник. Может быть, какие-то идеи я возьму у вас и реализую в следующем видео. Мне очень интересно почитать ваши ответы. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока!